Можете смело посылать их нахуй. Эффективность саппорта необходимо понимать не по количеству хила, а потому, когда он вливает этот хил. Все, что их волнует, это то, у кого больше. Они ебать какие тупые и большую часть времени стреляют в танка. Люди, обделенные интеллектом, стали бы кричать «Видео свич». Вы тупо физически не можете выхилить то говно, которое они ловят своими ёблами. У вас нет танка, у вас 3DD. Это вообще клиника, вы можете сразу вызывать им дурку. Ну что, овергеймеры, часто ли у вас бывало такое, что вы круто идете, каждый файт находите киллы, керите, казалось бы, проигранные сражения, но вот спустя несколько минут вы умираете в паре из них, ваши тиммейты набивают киллов или урона больше, чем у вас, и пишут вам в чат это отвратительное и уродливое слово. Switch. Или может быть вы старались как могли, но просто были не в состоянии никого убить или выхилить, и в попытках понять, что вы делаете не так, открывали таб и видели трейсер с 2к урона, в то время как у вас уже было набито в 2 раза больше и просто начинали на нее гореть, выписывая в чате, какая она анскильная. Всякие true супер про геймеры могут сказать, что в обоих ситуациях все очевидно, но вы не представляете, как много людей я вижу в матчах и обсуждениях во всяких Overwatch группах или под роликами, которые определяют уровень несенного импакта по цифрам в табе, совершенно не обращая внимания ни на героя, на котором играют их тиммейты, ни на то, что происходит в самой игре. Причем не могу сказать, что это делают только сильверы. Я слышал такое от людей в диапазоне от бронзы до мастера. Все, что их волнует, это то, у кого больше цифры. И если твои цифры хотя бы в одной колонке, кроме смертей, ниже, чем его цифры или цифры противника, ты играешь хуёво. Однако же, если его цифры ниже, то ты все равно играешь хуёво, потому что он не может реализовать своего героя не потому, что у него руки из жопы, а потому что ты продаешь его, не хилишь, не защищаешь, не вылизываешь его очки. И я хотел бы поговорить о том, насколько вообще важны цифры в табе, какие они должны быть у разных героев, и в каком случае стоит сравнивать себя и противника, а в каком стоит послать. Это нецелесообразно. Давайте сперва разберемся в том, какие цифры вообще у нас есть, так как ролик полностью посвящен статистике и умению ее читать, я хочу это проговорить на случай, если его смотрят люди, которые совсем недавно начали играть и понятия не имеют о том, как именно формируется вся эта хуета в табе. А может быть вы играете уже давно, но просто даже не задумывались о том, какие конкретно цифры идут в статистику. Спойлер, не все. Убийство. Наверное, любой человек, хотя бы день поигравший в Overwatch, знает, что столбец убийства показывает не только добивание противников, как в той же КС. Вы получаете фраг, даже если просто надамажили чела, а его убил кто-то другой. Но есть важное условие. Убить противника после вашего дамага должны до того, как у него активируется регенерация. То есть даже если вы снесли ему 90% хп, но он начал регенерировать и после этого его убили, фраг вам не засчитается. Содействие. В столбце содействия отображается любая ваша помощь в убийствах без нанесения урона. Например, хак Сомбры, ульта Кирика или усиление Мерси. Если во время действия вашего эффекта другой игрок сделал килл, то вам засчитают содействие. А если вы еще и подамажили противника в этот момент, то вам засчитают и содействие, и фраг. Смерти. Здесь все так же, как в любой другой игре. Смерть вам засчитывается каждый раз, когда количество ваших хп снижается до нуля. Даже если вас тут же ресает мерся, в этом столбце все равно ничего не поменяется. И теперь давайте перейдем к более интересным цифрам, которые рассчитываются чуть сложнее, чем дефолтные. Урон. Урон набивается от попаданий по противникам, но есть несколько нюансов. Первое. Урон по броне, блоку или по противнику под эффектом, снижающим урон, не только срезается для самого противника, но и засчитывается на тот же процент вам. То есть, если вы нанесли 300 урона танку по броне или челу под ультой Анны, то он получит 150 урона, и в табе вам засчитается только 150. Урон по щитам, матрице Дивы, стенам Мэ и баблам Зари не засчитывается вообще. Считается только тот урон, который надамажил самого противника. То есть, вы можете всю игру расхуяривать на каком-нибудь бассионе щиты Рейна или Сигмы, но при этом иметь низкие цифры в табе, если вы мало дамажили их самих. Урон по любым видам турелей тоже не засчитывается. Даже если вы в теории нанесли 400 урона разом и убили противника с 250 хп, то засчитается в статистику вам только 250 урона. Исцеление. Исцеление на данный момент также рассчитывается с парой условий. Если герой роли урон попал в вашего союзника, то входящее лечение будет снижено на 30%. Это значит, что если вы исцелили союзника на 100 хп, то он получит только 70, и в статистику попадет только 70 от хила. Если ваш союзник находится под эффектом, запрещающим лечение, вроде банки Анны или ульты Квины, то ваш хил не будет засчитываться вообще, так как тиммейт не лечится. Ну и потому что хила он тоже не получает. Если ваш союзник отхилился взломанной вами аптечкой, например, от хака Сомбры или от перка Ханза, то вам в таб засчитается исцеление. Поглощение. Поглощение засчитывается, если стреляют в ваши щиты, матрицу, стены и так далее, и идет в таб в полной мере без срезаний. У Дивы, Сигмы и Генджи также засчитывается поглощение хила, если вы оказались на пути хила противника и заюзали матрицу, дуру или дефлект.
Совсем скоро коллаборация с Persona 5, и согласно некоторым источникам скины будут такими: Макри Джокер, Дива Футаба, Вдова Пантер, Генджи Йоски, Мерси Квин и Кирика Нуар. А это значит, что пришло время закупиться монетами на Digispay. Так как я напомню, что коллабные скины не падают из лутбоксов, и шанс, что они снова появятся в магазине, равен почти что нулю. Всего по цене одного скина вы сможете получить аж 11600 золотых монет, купить весь коллабный пак, и у вас еще останется не только на следующий БП, но и на покупку других скинов из магазина, которые вы себе хотели. Магазин же работает стабильно 2 года и имеет более 1000 положительных отзывов, в том числе и мои. Покупайте игровую валюту без переплат на Digispay. Все ссылки в описании. И вот теперь, когда вы точно знаете, как считается статистика, мы наконец можем перейти к обсуждению того, как вообще интерпретировать ее и насколько целесообразно просто сравнивать, у кого больше цифры. Возьмем Соджорн и Вдову. Саджа за счет скорострельности и необходимости накапливать энергию с помощью нанесения урона для реализации ПКМ будет постоянно фармить цифры урона от обеих обилок. Но если она будет иметь хуёвый АИМ при прожатии ПКМ, то редко кого будет убивать. Вдова, в свою очередь, способна ваншотать в голову за один выстрел, и ей не требуется много дамажить. Проще говоря, Вдова может убить 3 челиков по 250 хп и получить топ-цифру в 750 нанесенного урона. В то время как Соджорн, для того чтобы сделать такой же ваншот с ПКМ, нужно до этого еще и подамажить кого-нибудь. С учетом того, что она наносит 9 урона за одну пулю и делает 16 выстрелов в секунду, то она будет наносить примерно 100-120 урона в секунду, с учетом того, что она не попадает в 100% случаев. Заряжается рельсотрон примерно 2 секунды до 100% при непрерывной стрельбе. Цели, по которым она стреляет, будут получать хил примерно на те же значения, либо же она будет периодически стрелять в танка. Это значит, что если мы берем минимальные цифры в 100 урона в секунду, то для убийства одного противника перед тем, как Соджорн прожмет ПКМ, ей нужно дополнительно нанести 200 урона минимум. И после того, как она убьет тех же 3 врагов, в тап она получит уже не 750 дамага, а 1400. Допустим, к середине матча у Вдовы и у Соджорн по 10 киллов. Только у Соджорн в табе 4650 нанесенного урона, а у Вдовы всего 2500. Почти в половину меньше. И вот, как правило, люди, обделенные интеллектом, стали бы кричать Widow Switch и говорить, что она хуёвый ДД, хотя по сути она носила ровно такой же импакт, как и Соджорн, но в силу механик своего героя нанесла при этом меньше урона. Я даже больше скажу, солдат, у которого 10к дамага в табе и 4 килла, гораздо менее эффективен, чем Ханза, у которого 10 киллов и 3000 дамага в табе. И вы можете возразить, что чел, у которого мало дамага и много киллов, может просто подсасывать фраги у тиммейтов. Но если он смог добить противника, а чел, который с ним хуярился, нет, то он все еще более эффективен. Для, как я называю, тупых ДД, для которых не нужно думать стратегически, вроде Бастиона, Солдата или Соджорн, основным показателем эффективности являются убийства, а не урон. Потому что чел на каком-нибудь Бастионе может тупо фултайм хуярить танка, которого захиливают оба саппорта, и набивать себе цифры урона, хотя при этом импакта от него будет по факту никакого, и он просто будет помогать вражеским саппортам копить ульты. Давайте теперь поговорим о флангерах. Сомбра, Эхо и Трейсер. Это герои, у которых главная цель — отвлекать противников и кошмарить саппортов. Их геймплей кардинально отличается от геймплея Солдата, Бастиона или Соджорн. Они могут наносить много урона только в 3 случаях. Они ебать какие профи и просто каждый раунд выносят по полкоманды. Они ебать какие нубы и не могут никого убить, просто настреливая впустую. Они ебать какие тупые и большую часть времени стреляют в танка. В остальных случаях их импакт заключается в том, чтобы раздражать противников, отвлекать на себя внимание, заставлять разворачиваться, не давать саппортам хилить, постоянно напрягая их своим появлением, и в самый неподходящий для противника момент сдавать ультимейты. То есть даже Сомбра или Трейсер могут иметь в табе низкие цифры урона и киллов, но при этом носить гораздо больше импакта, чем тот же Бастион, который убивает противников только потому, что Сомбра или Трейсер заставляли их отвлекаться. А для кого тогда вообще можно смотреть на цифры урона, и нахуя они тогда нужны, если для одних важны киллы, а для других вообще не важны ни киллы, ни урон? Для спамеров. В категорию спама можно включить Джанкрета, Фару, Торба и Бастиона, если он пикнул перк с гранатами. То есть для любых героев, которые большую часть времени наносят рандомное и большое количество урона. Именно подобные герои как раз и существуют для того, чтобы задавливать не точностью выстрелов, не тактикой, а тупым вливанием большого количества урона. Конечно, вы можете научиться точечно попадать тефтелями или ракетами, но большую часть времени вы все равно будете просто спамить, чтобы заставлять противников отступать, прятаться и тратить время на то, чтобы восстанавливать здоровье, так как ваш урон не позволит вражеским саппортам выхиливать их в реальном времени. Так что если вы играете на Вдове, делаете киллы и тиммейты ноют, что у вас мало урона, можете смело посылать их нахуй, не обращать на них внимания.
внимание. А если вы играете на джанке, у союзного Генджи больше урона, чем у вас, то свечитесь на кого-нибудь другого. Саппорты. Эффективность героев поддержки часто измеряется количеством хила, потому что это тупо проще. Но важно не то, сколько человек нахилил, а то, когда он хилил. Буквально неделю назад я играл на роли ДД. В команде противника была Кирика, и в моей команде тоже была Кирика. У чела из команды противника статы были в 2 раза ниже, чем у нашего. Но вот импакта он вносил в разы больше, спасая тиммейтов почти каждый раз, когда они оставались на лоу хп, или когда кто-то из нас прожимал ульту. В то время как наша Кирика подхиливала почти фуловых союзников и продолжала перестреливаться, когда рядом бегали полудохлые тиммейты, из-за чего те закономерно умирали. В своем ролике «Как быть идеальным саппортом», если не видели, то посмотрите, я уже затрагивал эту тему, и с тех пор ничего не поменялось. Эффективность саппорта необходимо понимать не по количеству хила, а потому, когда он вливает этот хил. Если он бегает и перестреливается большую часть матча, но всегда успевает спасать вас, то это хороший саппорт, даже если цифры хила у него низкие. И наоборот, если чел постоянно подхиливает вас, но в критические моменты просто забивает хер, то это хуёвый саппорт, даже если у него высокие цифры от хила. Также я уверен, что вы сталкивались с ситуациями, когда игра шла в одну калитку, не в вашу пользу, и у вражеских саппортов цифры были в 2 раза выше, чем у вас, даже если вы нон-стопом хилили тиммейтов, а саппорты противника только иногда лечили и большую часть времени перестреливались. А знаете почему так? Потому что ваши тиммейты потому что танк и дипсы противника играют тупо лучше ваших. В ситуации, когда ДД противника зайдет за стену и даст себя отхилить, ваш ДД пойдет вперед и получит контрольный въебало. Вражеские ДД чаще перестреливают ваших ДД, и, как правило, это ваншоты. Вражеский танк стоит у своей команды, а ваш танк летит в толпу или заходит за стены, делая задачу выхилить входящий урон невыполнимой. И как раз из-за большого количества подобных моментов и получается, что вы фулл-тайм хилите, но из-за неудачной позиционки тиммейтов и их неспособности перестреливать противника, вы тупо физически не можете выхилить то говно, которое они ловят своими ёблами. Также хотелось бы поговорить о том, когда люди, обделенные интеллектом, требуют одинаковых цифр хила от мейн и офф саппортов. Да, условный Лусио может набить те же цифры, что и Анна, но импакт от этого будет в разы меньше, чем если бы он большую часть времени ускорял союзников и бубал противников за карту. То есть по статам почти невозможно сказать, насколько хорошо играет человек на героя поддержки, если не обращать внимания на то, что он вообще делал в течение матча. То есть для человека на роли поддержки гораздо важнее тайминги, чем цифры в табе. Так что если вам говорят, что вы хуёвый саппорт, основываясь только на ваших цифрах хила, при том, что вы со своей стороны реально спасаете постоянно тиммейтов, можете смело посылать их нахуй. Но если вы просто играете в какую-нибудь ДД Мойру, постоянно дохнете, никого не убивая, то вам реально надо свичить. Возьмем 2 танков, Сигму и Тарана. У Сигмы есть 2 обилки для поглощения урона. Щит и кинетический барьер. Это значит, что если он будет активно использовать эти обилки, то к концу матча в столбце поглощения у него будет примерно 15-20 тысяч поглощенного урона. В то время как у хомяка поглощение урона происходит только если он получает урон по щитам, и как правило к концу матча эти цифры редко когда могут переваливать за 10 тысяч, если вы, конечно, намеренно не юзаете щит просто по приколу перед толпой противников. И получается, что к концу матча у Сигмы будет в 2 раза больше поглощенного урона, чем у Хаммонда. Значит ли это, что Сигма играет лучше? Нет, это 2 разных героя, которые имеют разные обилки и играются по-разному, и сравнивать их статистику поглощения просто долбоебизм. А уж когда люди начинают сравнивать урон и киллы танка и ДД, это вообще клиника, вы можете сразу вызывать им дурку. Основная задача танка какая? Делать спейс. Что значит делать спейс? Это значит давать возможность союзным ДД делать киллы и не давать их делать дипсам противника. И это можно осуществлять разными способами. Наводить суету, влетая в противников и оттягивать их внимание на себя, как хомяк, Винстон или Дива. Стать во фронте и закрывать своих тиммейтов собственным ебалом, как Сигма, Ариса или Рейн. Или крошить ебальники, тупо уменьшая количество людей, которые могут нанести урон команде, как Раматора или Квина. То есть цифры урона и киллов — это следствие работы, а не сама цель танка. И только определенного пула тех, кто заточен именно под вливание урона. Знаете, как понять, хороший ли у вас танк или хуёвый? Если большую часть времени вас не пытаются убить, и вы можете спокойно настреливать, умирая исключительно в дуэлях или изредка, когда нарываетесь на пару человек, это хороший танк. И если вы не можете высунуться из-за стены и вас арбузят каждый файт толпой, это хуёвый танк. Все. И вообще поебать, что у него там в табе. Даже если это хомяк, у которого 1 килл, но вас никто не стреляет и все бегают за ним, в то время как вы спокойно их расстреливаете, значит он делает свою работу танка. И с обратной стороны, если это какой-нибудь хок, который набил 40 фрагов, но вы тем временем не можете высунуть лица, чтобы не отлететь на респу, у вас нет танка. У вас 3 ДД. Так что если вы делаете свою работу и отвлекаете внимание противников, хуярить каждый файт со всей командой, в то время как ваши тиммейты не могут справиться с одной ебучей трясой в бэклайне и постоянно дохнут, то это не вы хуёвый танк, а они криворукие овощи. Если подытожить, то можно сказать, что при просмотре статистики в табе вы должны не просто смотреть на цифры, но и учитывать, на каких героях играет человек, что он вообще делает в течение матча и выполняет ли он работу роли, на которой играет. Импакт — это не цифры. Импакт — это ваш вклад в победу в рамках вашей роли. А на этом все. Если вам понравилось это видео, то поставьте ему лайк и поддержите подпиской блогера по Вердрочу. Здесь будет еще много всего полезного и интересного.
pushing through.